Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня на моем LEGO Техник канале я отвечу на ваши вопросы, которые вы задали под видео о, к сожалению, несостоявшейся поездке моей в Ижевск. Большое количество вопросов было про то, как собрать свою самоделку, и я все эти вопросы оставил на конец этого видео, а сначала будут коротенькие вопросы, не требующие развернутого ответа. Само собой, я отвечу не на все вопросы, среди них были довольно странные, такие как, например, «Откуда у тебя столько фантазии?» Ну, откуда? Не знаю. Я думаю, что у всех есть фантазия, просто кто-то чаще ей пользуется, а кто-то реже. Ну, а полный список вопросов, на которые я сегодня отвечу, будет в описании под видео. Ну и давайте начнем с простого. Первый вопрос. Как я познакомился с LEGO и какой у меня был первый набор? До LEGO у меня был железный конструктор, где надо было подобрать, какая гаечка накрутится на какой винтик. Потом у меня появился набор конструктор LEGO «Мы играем номер 6», который, как я в дальнейшем узнал, был аналогом LEGO Dacta 1030, про который сейчас я рассказываю на своем канале. Ну а на свой день рождения, когда мне исполнилось 8 лет, мне подарили погрузчик фронтальный 6512. Набор был куплен в палаточке на рынке, как сейчас помню, выбирал еще между ним и маленьким вездеходом ледяной планеты 6814. Ну, этого вездехода у меня, кстати, до сих пор нет, и, по-моему, ни одного набора пока что из ледяной планеты у меня нету. Следующий вопрос, который часто вообще задают в комментариях: сколько у меня наборов, сколько деталей и есть ли у меня миллион деталей? Нет, ребят, у меня нет миллиона деталей и даже нету полумиллиона деталей. Какое-то время я на Rebrickable вел учет своих наборов, но потом мне стало лень и я забросил это дело. Ну, ориентировочно у меня больше 300 наборов, включая мелкие сундучки Milky Way, в которых по 7 деталей. Очень много у меня на самом деле мелких наборов. И деталей, ну, порядка 200 тысяч, я думаю. Это грубо, но около того. Следующий вопрос. Любимый цвет в LEGO Техник и какие есть редкие детали? Цвет, ну, из того, в чем есть много деталей, мне нравится оранжевый и Dark Azure. Очень красивый цвет фиолетовый, но в нем почти нет деталей, поэтому в своих самоделках я особо его не использовал. Лайм, в принципе, тоже красивый, но у меня вот его было мало. Если я все-таки куплю Lamborghini, то у меня его станет больше. Возможно, лайм я тоже полюблю и буду активно использовать. Но вот так вот оранжевый, да, и Dark Azure. Ну а про редкие детали, я не знаю, какие детали можно назвать редкими. Для этого надо как-то, видимо, прочесать BrickLink, посмотреть, какие действительно детали дорого стоят. У меня есть баги-моторы, да, они не сказать, что редкие, но они дорогие. Недавно я строил самоделку, и мне нужен был вот маленький красный коннектор. Я хотел их закупить и с удивлением узнал, что недавно не выпускались, и эта маленькая пластмассовая штучка стоит в новом состоянии больше 300 рублей. Редкая деталь? Ну вот типа редкая. Точно знаю еще, что редкая деталь — амортизатор в мотоцикле 8420. Он больше 1000 рублей стоит за штучку сейчас. Вот у меня есть одна штука. Следующий вопрос. Коллекционируешь ли ты наборы? Я так понимаю, суть вопроса была в том, что покупаю ли я всю линейку выходящих новинок, чтобы у меня были вот прям все. Нет, не коллекционирую. И вообще сейчас в основном наборы покупаю именно для того, чтобы сделать обзоры, чтобы развивать канал. Деталей у меня, в принципе, хватает. Понятно, что какие-то есть редкие, я их докупаю на BrickLink или у Егора. А так, основная база у меня довольно большая. Конечно, бывают в новых наборах полезные детали, но в процентном соотношении обычно их немного. И действительно, их проще было бы купить отдельно. Следующий вопрос очень сложный. Мой любимый набор LEGO Техник. Ну, я отвечу на него для галочки. Пусть это будет 3 восьмерки 0 Суперкар. Но вообще я могу с десяток других наборов сейчас назвать, которые мне очень нравятся и которые я считаю не хуже, чем 3 восьмерки 0. Это и последователь ее 8448, экскаватор 8043, шаттл 8480, пневматический этот грузовик с захватом 8868, из более новых Arax отличный набор. В общем, действительно я могу много назвать сложных наборов, которые мне очень нравятся и которые очень крутые. Ну, 3 восьмерки 0, может быть, еще как дань ностальгии, да, выделю ее, вот пусть будет она у меня любимый набор LEGO Техник. Следующий вопрос личного характера. Кто ты по профессии? Подавал ли резюме в LEGO? По специальности я радиотехник, защитил в УТ кандидатскую диссертацию, занимаюсь разработкой всякой электроники. В LEGO резюме я не подавал по двум причинам. Во-первых, там нужен хороший английский, у меня с английским пока все плохо. Ну и во-вторых, долгое время я считал, что работа дизайнером в компании
Это намного хуже, чем некое свободное творчество, да, когда тебе сверху никто не дает каких-то указаний, у тебя нет каких-то ограничений и рамок при создании новых моделей. Ну, сейчас я как-то спокойнее к этому отношусь, и, в принципе, если возникнет такая возможность стать дизайнером в Lego, получить такой интересный опыт, то вполне возможно, что я ее использую. Я не исключаю этой возможности. Вопрос номер 7. Почему на канале нет конкурсов? Ну, с этим все просто. Просто у меня нет возможности спонсировать призовой фонд. У меня нет никакой поддержки от компании Lego, хотя я в январе подал заявку на поддержку, но вот уже больше 5 месяцев заявка висит без ответа, типа ожидайте, ваш звонок очень важен для нас. Ну, на самом деле не очень приятно, могли бы написать, что там, не знаю, мы рассмотрим ее в декабре, а так вообще полная неопределенность, и вообще непонятно, они видели ее, не видели, дошла она на них, не дошла, вот типа ожидайте. По этой же причине я пока скрыл видео, посвященное обзору китайского мотора, потому что леговцы такого не любят. Ну, подожду, надеюсь, все-таки они рассмотрят мою заявку, если отклонят, то верну видео про китайские баги-моторы обратно на канал. Почему на канале нет стримов? Ну, можно сказать, что этот вопрос я сам добавил, потому что меня часто, в принципе, об этом спрашивают. Ну, я вот не вижу, как сделать стримы интересными, чтобы было интересно и вам, и мне, и чтобы это было как-то полезно. Я самоделки собираю месяцами, и нет такого, что я сел и там за полчаса, за час собрал самоделку. Сборка наборов тоже, ну, буду я долго их собирать, отвлекаться постоянно на стрим. Мне кажется, это будет как-то долго и занудно. Может быть, вы подскажете какие-то интересные идеи в комментариях под этим видео, но я вот пока не вижу какой-то интересной идеи для стрима. Следующий вопрос, он даже не ко мне. Могут ли самодельщики предлагать свои модели, чтобы Lego их выпустили? Ну да, конечно, Lego Ideas, целый сайт для этого создан. Можно туда свои модели загружать. Если они наберут нужную поддержку, то Lego на них посмотрит и, возможно, выпустит. Правда, Lego проекты, Lego Technic проекты, по-моему, туда не принимаются, но это лучше уточнить и почитать правила. Поделись своим мнением о новой электрике. Ну, сразу скажу, что новую электрику я в своих самоделках пока не использовал, и мое мнение основано только на том, что я собрал несколько наборов Lego с этой электрикой. Ну и что я повертел в руках эти моторы и приемные блоки. Какие моменты мне не понравились? Это то, что моторы стали больше по сравнению с моторами Power Functions, и то, что их нельзя запараллеливать. В больших моделях это может быть очень критично, потому что портов на хабах приемных немного, и когда хочется много функций, придется эти здоровые хабы добавлять в модель, а это очень много места и большой вес. С другой стороны, если нам станут доступны данные от встроенных датчиков в приемный хаб, и если они сделают какой-то понятный и простой интерфейс программирования, то это, наверное, будет интересно. Можно будет делать какие-то системы автопостройки, там, удержания уровня, еще чего-нибудь. Потенциал, наверное, у этой системы есть, но, как мне кажется, на данный момент пока он не раскрыт. Как я отношусь к китайским аналогам и есть ли у меня конструкторы китайских производителей? Я отрицательно отношусь не к китайским производителям, а к воровству. Соответственно, Лепин, который копирует наборы Lego, который копирует самоделки без согласия авторов. Вот это все я осуждаю. В то же время есть много производителей из Китая, у которых свои наборы, они сами их придумали, разработали, выпускают, и в этом я не вижу ничего плохого. Наверняка там тоже есть много всего интересного, но у меня банально просто нет времени, чтобы все это изучить. Но из наборов у меня есть аналог Porsche 42056, который я когда-то сравнивал с оригинальным набором Lego. Следующий вопрос, как я отношусь к самодельным деталям, напечатанным на 3D принтере. Я знаю, что сейчас есть целые магазины с огромным ассортиментом деталей, но тут история похожая, как в предыдущем вопросе. Мне просто некогда изучать весь этот ассортимент, чтобы сделать какой-то обдуманный выбор, что, ага, вот эти детали мне вот прям пригодятся в какой-то самоделке. Я считаю, что нет ничего плохого в использовании самодельных деталей. Сегодня Lego не выпускает такую деталь, а завтра начнет выпуск такой детали, и эта деталь перестанет быть самодельной, да, а станет серийно выпускаемой. Но это только и ваш выбор, использовать такие детали или нет. Для меня есть один такой момент, что если я делаю инструкцию к самоделке, да, то там, логично не должно быть самодельных деталей, потому что, человек должен собрать из своих имеющихся у него деталей, а тут получится, что вот он хочет собрать модель, которую я разработал, да, но ему говорят, нет, тебе мало Lego, тебе еще нужно вот там в том интернет-магазине купить такие самодельные детали. Это неудобно. Ну вот мы и добрались до последнего, самого объемного вопроса, как собрать свою самоделку. Первое, что надо сделать, это надо понять, чего вы хотите. Это вообще всегда полезно, меня часто вы спрашиваете в комментариях,
что выбрать, и иногда предлагаете варианты, такой набор или такой. И иногда меня эти вопросы реально ставят в ступор, когда спрашивают, что купить, например, дистанционно управляемый гусеничный внедорожник 42095 за там 4000 рублей или Land Rover Defender за 15 тысяч. Вот человек не может определиться между такими вариантами. Ну, я не знаю, что ответить на такой вопрос, и я обычно отвечаю, ты сам-то чего хочешь? Ты хочешь гонять на вездеходе, там, на рычажки жать, или ты хочешь просто там пособирать интересные механизмы? Поэтому надо определиться хотя бы на самом общем уровне, что вы хотите собрать. Спорткар, внедорожник, экскаватор – это только ваш выбор. Следующий вопрос, на который полезно ответить, будет модель чисто механическая или в ней будет электрика. Ну и, соответственно, в случае с электрикой будет это один мотор и раздаточные коробки, или это будет полностью дистанционно управляемая модель, или какая-то комбинация. Допустим, мы хотим собрать модель полностью на дистанционном управлении. В этом случае первое, что я делаю, это беру лист бумаги и начинаю писать прям список дистанционно управляемых функций, которые я хочу реализовать. Полезно их прям сразу нумеровать, это даст нам сразу количество дистанционно управляемых каналов, которые нам понадобятся. На этом этапе расписывания функций важно не ставить перед собой сверхзадач сразу. Потому что бывает, мы посмотрим какую-нибудь видяшку, там какая-нибудь крутейшая модель, да, кто-то там собрал на ютубе, и мы такие: о, круто, хочу собрать такое же. Начинаем там коробки передач, блокировки дифференциалов туда втыкать. Потом, естественно, все это захрустит, развалится и ничего никуда не поедет. Потому что, во-первых, там автор той модели строил ее целый год, а мы решили тут за 2 недели собрать. Или бывает, на видео было вырезано, что каждые полминуты защита у приемников врубается. Такое тоже вполне возможно, не надо про это забывать. Поэтому, не имея большого опыта, надо начинать с простых моделей. Можно для начала вообще собрать по инструкциям наборы Lego. Там, вот, если мы говорим про дистанционно управляемую модель, то смотрим, какие были наборы с дистанционным управлением. Собрать их по инструкции, посмотреть, как у них сделаны механизмы, что там плохо, что хорошо, что нравится, что не нравится. И потом уже как-то это транслировать в свои самоделки. Следующий важный вопрос: придумываете вы модели с головы или строите масштабную копию? Если вы сами придумываете модель, то это проще. Вам не нужно подгонять какие-то размеры, пропорции. Если что-то не получается, можно это не делать и никому не говорить, что вы хотели это сделать, да, и сказать, что все было задумано и так, без там какой-то не получившейся функции. Но с масштабными копиями, естественно, все намного сложнее. С чего начинать работу над масштабной моделью? Естественно, с поиска чертежей. Сейчас с этим никаких проблем. В интернете можно найти все, что угодно. Есть всякие онлайн-калькуляторы для перевода размера реальной техники в размеры Лего. Мне больше нравится работать с бумагой. Я обычно чертежи распечатываю и измеряю линейкой нужные мне размеры. Поскольку в Лего небольшой выбор диаметров колес, то обычно масштаб выбирается именно исходя из того, какие у вас есть колеса. Ну и также, естественно, на масштаб повлияет количество функций. Если они дистанционно управляемые, то большое количество моторов занимает большое количество места. И сделать какую-то маленькую модельку, чтобы она была такой вот суперкомпактной, но у нее было 10 моторов и пара блоков питания, естественно, это в принципе невозможно. После того, как вы выбрали масштаб, бывает очень полезно распечатать чертеж прямо в масштабе 1 к 1 к вашей будущей модели, чтобы прям ваше реальное колесо, кладете его на чертеж, оно идеально совпадает с колесом на чертеже. Это сильно упрощает построение формы кузова, например. Сразу видно, где какие пропорции нарушены. Это бывает очень удобно. Если вы решили строить что-то большое, то полезно вычленить какие-то более мелкие узлы и определить последовательность, в которой их надо разрабатывать. Вот, например, когда я делал свой роторный экскаватор R1250, шасси можно было разрабатывать когда угодно, в принципе, поскольку оно у меня отделяемое, и это отдельная полностью часть. А саму настройку бессмысленно делать, если нет готовой стрелы, передней и задней, потому что, ты соберешь всю центральную часть, а потом окажется, что что-то куда-то не входит, и что, переразбирать, что ли, все. Поэтому сначала я сделал стрелу основную, потом сделал стрелу разгрузочную, и потом уже начал вокруг них строить весь центральный каркас. При создании механизмов надо помнить основной принцип, что энергия распространяется по пути наименьшего сопротивления. Другими словами, если шестеренке выскочить проще, чем повернуться вместе с колесом, то она выскочит, а модель останется на месте. То есть наша задача при разработке модели ликвидировать все вот эти утечки энергии на пути от мотора к исполнительному механизму.
При создании большой модели появляется еще одна проблема, и там может быть шестеренке легче сломаться, чем повернуться вместе с колесом. Ну, колесо это типа исполнительный механизм, и начинается всякое дублирование, распараллеливание трансмиссии и всякие другие танцы с бубном. Очень важно тестировать все механизмы на этапе разработки, а не ждать, когда вся модель уже будет собрана. Потому что если на собранной модели уже какие-то косяки появятся, то исправить их уже, скорее всего, будет невозможно без разбора модели. Можно использовать всякие утяжелители, бутылки с водой, чтобы имитировать дополнительную нагрузку, да. Часто бывает, что пустое шасси без корпуса едет, потом добавляешь корпус и все начинает хрустеть, потому что массу корпуса вообще часто недооценивают. Если корпус качественный, без дырок, то это значительная дополнительная масса. Само собой, с накоплением опыта количество тестов уменьшится, но поначалу надо тестировать все. Бывает, что стройка заходит в тупик. Что делать в таком случае? Ну, естественно, поначалу можно попытаться решить проблему, если есть какие-то идеи. Можно попробовать пойти на какой-то компромисс, да, и сделать, чтобы модель работала, может быть, чуть хуже, но работала. Вообще, глобально я считаю, что лучше собрать 5 хороших самоделок, чем одну идеальную. Ну, это вопрос философский, это только мое мнение. Но бывает, что даже компромиссы не помогают. У меня был случай, когда после нескольких месяцев работы мне пришлось самоделку начать вообще с нуля. Я делал свою валочно-пакетирующую машину, наверное, многие видели это видео на канале. Сначала я сделал очень большой масштаб, и там не работало вообще ничего. Ни стрела не двигалась. Единственное, что эта самоделка могла ездить взад-вперед. Мне пришлось для уравновешивания кучу батарейных блоков туда добавить утяжелители. Такой масштаб я выбрал, потому что я думал, что я не смогу впихнуть большое количество функций в маленький масштаб, но в итоге я масштаб сильно уменьшил, все получилось, получилась очень крутая модель, но в общей сложности я ее собирал, с учетом того, что мне пришлось разобрать первую версию и начать вторую, больше года. Ну и под конец такой тонкий момент, как перейти от сборки корявых моделей к сборке красивых моделей. Тут совет может быть только один, надо строить, строить, строить и еще раз строить. Строить, ошибаться, исправлять свои ошибки, снова ошибаться и так, пока не получится красивая модель. Никакие советы из ролика на YouTube не построят модель за вас. Ну, пожалуй, я буду заканчивать. Надеюсь, не сильно утомил и надеюсь, видео было вам полезным. У кого еще не очень много опыта в строительстве своих моделей, я рекомендую пересмотреть вторую часть видео с бумажкой и с ручкой и прямо выписать основные тезисы, которые я тут озвучивал. Ну и на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. До скорого. Пока.